Для вязания нам потребуется один моточек трикотажной пряжи. Я его смотала вот в такой клубочек, мне удобнее с него вязать. Здесь 100 метров. 2 пуговки небольшие, они где-то 2 сантиметра. Так, крючок номер 7 и иголку с ниткой, чтобы пришить наши пуговки. Итак, приступим к вязанию. Начинаем наше вязание с кольца амигуруми. Для этого мы берем нашу нить, ложим вот так вот на наши пальчики, обхватываем их, ложим крест-накрест и с этой стороны мизинчиком вот так захватываем. Теперь берем крючок, вводим вот под первую нашу нить, захватываем вторую и вытягиваем. Отпускаем наше колечко. Теперь берем рабочую нить и провязываем нашу петлю. Вот наше кольцо. Сюда мы будем ввязывать столбики с накидом. Так как мы будем вязать столбиками с накидом, поэтому мы делаем еще одну петлю воздушную. Дальше будем провязывать уже в кольцо столбики с накидом. Их всего у нас должно быть 12 штук с учетом вот этого нашего первого столбика. Значит, в кольцо мы еще провяжем 11 столбиков с накидом. Для этого накидываем нить на крючок и вводим крючок в наше кольцо. Охватываем нить, провязываем 2 петли и еще 2. Вот у нас получился второй столбик. Теперь провязываем дальше. Охватили нить, провязали 2 и еще 2. Третий столбик. Так провязываем до конца столбиками с накидом. В процессе вязки наше кольцо будем слегка подтягивать. И вяжем дальше. Кольцо у нас будет получаться плотным. Надо будет провязать 12 столбиков. Не забываем, это с учетом первого нашего столбика. Провязываем последний наш столбик, 12. Провязали. Теперь мы делаем с вами соединение. Вытягиваем нашу петельку побольше. Теперь находим, вот здесь у нас первый столбик идет, вот он второй. Вводим крючок между ними с обратной стороны и захватываем нашу петлю. Вытянули. Теперь заводим крючок вот здесь вот и накладываем вот эту петельку на крючок. Вот должно получиться у вас вот так вот. Теперь рабочей нитью протягиваем сюда, провязали. Так мы соединили первый ряд. Теперь переходим на второй ряд. Будем делать имитацию столбика с накидом. Для этого нить вытягиваем на высоту столбика. Делаем крючком поворот слева направо. Вот таким образом. Захватываем рабочую нить.
И крючок наклоняем вниз и вперед. На крючке у нас 2 петельки, их провязываем вместе. Провязали. Теперь нам нужно будет затянуть вот это вот колечко наше. Вот у нас кончик остался, за него тянем и затягиваем кольцо как можно сильнее, подтягиваем, чтобы отверстие осталось совсем маленькое. Вот так вот затянули наше отверстие. Теперь берем крючок. Во втором ряду будем провязывать уже по 2 столбика с накидом в каждое отверстие. Будем вязать вот за эти вот стеночки полупетли. Вот они. Над каждым столбиком они находятся. Так, провязываем вот в это же отверстие, снова провязываем еще один столбик с накидом. И теперь находим вот эту вот стеночку нашу, заводим крючок, вот они, и туда же провязываем 2 столбика. Один и второй. Находим следующее отверстие, также провязываем 2 столбика. Так будем вязать до конца ряда за вот эти вот стеночки. Смотрите, вот они. И у нас во втором ряду должно получиться 24 столбика с накидом. Провязываем до конца второй ряд. Встречаемся с вами в конце и будем делать соединение и переходить на третий ряд. Довязали до конца второй ряд. Не забудьте проверить, у вас должно во втором ряду получиться 24 столбика с накидом. Теперь вытягиваем также нить нашу немного побольше. И вот у нас идет первый столбик и его косичка. Заводим крючок под косичку с обратной стороны и вытягиваем нашу ниточку. Так, теперь заводим крючок вот здесь вот в образовавшейся петле и накидываем петлю на крючок. Точно так же вытягиваем петлю, делаем петлю побольше на высоту нашего столбика и повторяем, как и в первом ряду, делаем поворот слева направо, захватываем нить, крючок вниз и к себе и провязываем 2 петельки на крючке вместе. Вот, провязали. В третьем ряду мы будем вязать теперь уже, у нас будет один столбик, потом 2 прибавки, снова один столбик, прибавка. То есть теперь у нас в третьем ряду будет чередование идти. Прибавки через один столбик. Так, у нас есть один столбик. Следующую петлю вот провязываем 2 столбика. Один, второй провязываем. Так, следующее отверстие мы провязываем уже один столбик с накидом. Так, после одного идет у нас 2 столбика с накидом.
Один и второй в это же отверстие. Вот так вот мы будем чередовать до конца ряда. Не забываем один столбик, прибавка, один столбик, прибавка. Вяжем вот в эти вот петельки, которые находятся над столбиком. Вот они. Довязываем до конца, встречаемся с вами здесь. Здесь в конце у нас перед одним столбиком будет 2 столбика, прибавка вот здесь. Довязываем ряд до конца, третий. Вот последняя петелька осталась. У вас должен будет ряд закончиться 2 столбиками с накидом. Провязываем одну и вторую. Вот 2 столбика. Здесь у нас 1 столбик. Всего в третьем ряду должно получиться 36 столбиков. Так, теперь делаем соединение, вытягиваем нить, заводим крючок. Вот наш первый столбик. За обе стеночки полупетли и вытягиваем нашу петельку. Заводим крючок вот в образовавшиеся петли и накидываем. Вытягиваем нашу нить и, как и в предыдущих рядах, делаем столбик. Провязываем 2 петли на крючке. С помощью такого соединения у вас не будет видно шва. Полотно будет ровное и красивое. Теперь вот этот вот кончик у нас, его нужно будет спрятать и обрезать. Берем крючок поменьше и в удобных местах заводим крючок наш и прячем ниточку. Так, переходим к вязанию 4-го ряда. Мы провязали 3 ряда с прибавками. 4-й ряд у нас будет без прибавок. Теперь просто вяжем вот в эти отверстия по одному столбику с накидом. Вот один провязали, следующий. Также провязываем один и так далее. По одному столбику без прибавок. Провязываем до конца ряда. В 4-м ряду у вас корзинка будет уже вот так округляться, края будет принимать такую форму, стеночки у нас пойдут уже вверх. Завершаем 4-й ряд, вытягиваем нить, соединение делаем точно такое же, как в предыдущих рядах, и делаем наш ложный столбик. Так, теперь 5-й ряд и последующие ряды у нас будут без прибавок. Значит, в каждое отверстие мы просто провязываем по столбику с накидом.
Так мы провязываем еще 6 рядов. Получается у нас вот это 4-й ряд, 5-й. И так вяжем до 10-го ряда без прибавок. Провязали 10-й ряд до конца. Первые 3 ряда 1, 2, 3 у нас шли с прибавками. С 4-го ряда по 10-й мы вязали без прибавок. Теперь будем переходить на 11 ряд. В 11 ряду мы будем делать 2 убавки. Делаем соединение 10 ряда. Все точно так же. Протягиваем нашу петельку. Петельку на крючок надеваем. И вытягиваем нить. Теперь делаем наш столбик ложный. Поворачиваем крючок слева направо. Захватываем нить и вперед. Теперь мы будем делать убавки. Для этого мы провязываем столбик с накидом в следующее отверстие, но до конца мы его не провязываем. Провязали вот 2 петли, на крючке у нас остается 2 петельки. Далее делаем накид, в следующее отверстие провязываем столбик, провязали 2 петли. Теперь на крючке у нас осталось 3 петельки. Вот эти все 3 петельки мы провязываем вместе. Таким образом у нас получилась убавка. Вот эти 2 петли мы провязали вместе. Следующие 16 столбиков мы вяжем и потом снова делаем убавку. Провязываем 16 столбиков. Провязали 16 столбиков. Теперь снова делаем убавку. Делаем накид на крючок, вводим в следующее отверстие, вытягиваем, провязываем 2 петельки. Затем снова накид на крючок, следующее отверстие, провязываем 2 петельки. На крючке у нас осталось 3 петли, и их все вместе мы провязываем. Теперь далее вяжем также столбики с накидом до конца ряда. Здесь мы будем провязывать уже 15 столбиков, так как вот здесь у нас первый самый есть уже столбик. С ним вместе у нас получится 16 столбиков с накидом. Довязываем до конца. Довязали до конца 11 ряд. Теперь будем делать соединение и переходить к обвязке края и к лямочкам. Вытягиваем нить вот так вот побольше. Заводим крючок за обе стеночки петли. Вытягиваем нашу нить. Вводим крючок в предыдущее отверстие. И эту петельку мы выводим вперед. Вот она. Теперь в следующее отверстие вводим крючок, захватываем рабочую нить и петельку нашу провязываем. Получается у нас вот такая вот косичка. Так мы будем обвязывать край. Теперь у нас вот здесь вот находится убавка. А после нее, после убавки, мы провяжем еще 1, 2, 3 отверстия. Затем у нас пойдет уже лямочка. Провязываем первое, второе и третье. Сильно туго не вяжите, потому что край, чтобы ваш край не затянулся, не был стянут. Так, провязали 3 отверстия.
Теперь следующее, вводим крючок, вытягиваем нить и 2 петельки провязываем вместе. Мы сделали подъем для лямочки. Теперь будем вязать воздушные петли. Их нам надо провязать 33 штуки. Вяжем 1, 2, довязали до конца 33 воздушные петли. Теперь нам нужно будет сделать петельку для пуговки. Переворачиваем наше вязание и здесь находим вот такие вот перемычки идут. От крючка отсчитываем 5 перемычек. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую вводим крючок. Вытягиваем нить и провязываем. Провязали. У нас получилась вот такая вот петелька. Нужно будет свою пуговку проверить, как она туда входит. У меня пуговица 2 сантиметра. Она продевается. Продеваться она должна чуть-чуть туго, потому что со временем все равно вот это растянется петелька немного. Если у вас пуговица больше или меньше, в зависимости от этого, надо будет соединять петельку либо дальше, либо ближе. Дальше будем продолжать вязание за вот эти же перемычки. Если вам этот крючок туго вводится в эти перемычки, то можно взять для обвязки нашей лямочки крючок поменьше. Я буду продолжать с этим же крючком. Ввожу крючок в следующую перемычку, захватываю рабочую нить и провязываю столбиками без накида. Вот так вот. Следующую перемычку. И так далее. До конца будем вязать за перемычки. Таким образом у нас будет получаться наша лямочка. С этой стороны косичка и с этой стороны. Довязываем до конца. Довязываем нашу лямочку. Здесь осталась вот эта последняя перемычка. Провязываем ее. Делаем столбик. Находим здесь у нас отверстие между двумя столбиками. Вот оно. Вводим крючок. И также провязываем столбик без накида. Мы нашу лямочку соединили. Теперь будем делать обвязку. Провязываем 7 отверстий. Раз, второе, вот она, провязываем 7. Так, 7 провязали. Теперь следующее отверстие мы делаем столбик без накида. Делаем столбик и повторяем все то же самое, как на этой лямочке. Провязываем 33 воздушные петли. Делаем вот такую петельку и возвращаемся сюда, соединяем вот в это отверстие. Провязали вторую лямочку, делаем соединение столбиком без накида. И далее обвязываем край до конца косичкой. Просто соединительными петлями провязываем. И в конце покажу, как делать соединение.
заканчиваем обвязывать край. Вот у нас осталось одно здесь отверстие. Его провязываем. А здесь у нас уже выходит вот эта самая первая петелька. Теперь мы обрезаем нить. Вытягиваем нашу ниточку. И нам нужно будет крючок завести вот в эту первую петлю. Вот она, самая первая. Заводим крючок. Я взяла крючок поменьше, чтобы удобнее было. И захватываем нашу ниточку. Вытянули. Теперь мы должны ввести нашу ниточку вот в это отверстие. Заводим крючок с другой стороны. Выводим сюда крючок. И вытягиваем нить на противоположную сторону. Вот так мы сделали с вами такую же косичку. И здесь уже осталось спрятать нашу ниточку. Прячем нашу нить и переходим к пришиванию наших пуговок. Пуговки мы пришиваем вот сюда, ближе к основанию наших лямочек. Вот сюда. Вот так вот. Я пришиваю обычной ниткой. Пришиваем наши пуговки. Пришили наши пуговки. Корзинка наша почти готова. Еще один важный момент. Нам нужно будет утюгом паром отпарить всю корзинку, придать ей форму. Вот лямочки сейчас они у нас такие вот скрученные. Утюгом отпарить и дать просушиться. Тогда они выровнятся и будут держать форму. Спасибо, что вязали вместе со мной.